Let's get started. Давайте будем начинать уже. Everybody got some fresh air? Все подышали свежим воздухом, отдохнули. This is the hardest part of the afternoon. Сейчас начинается самая такая ответственная часть наших сегодняшних занятий. We've got a few more principles and then we have another longer video to discuss to finish. Посмотрим, вернее, разберем с вами несколько важных принципов, а потом еще будем смотреть видео одно. I want to talk to you about specifically 5 behaviors that are necessary to building a team. Я хочу сейчас с вами поговорить о 5 типах поведения, которые необходимы для того, чтобы построить команду. And these 5 behaviors come from a book from an author by Patrick Lencioni. Эти 5 принципов я взял из книги автора Патрика Ленсиони. And the book is actually called The 5 Dysfunctions of a Team. Книга называется «5 дисфункциональных качеств команды». And the premise of the book is that if a team or a church or an organization is dysfunctional, И, значит, о чем вкратце эта книга? Если какая-то команда или какая-то организация или церковь не функционирует должным образом, it's because it is unknowingly violating one of these 5 behaviors. это потому, что она неосознанно нарушает один из этих 5 принципов, необходимых для того, чтобы команда работала. And these principles are important that they come in order. И очень важно, чтобы эти принципы шли в правильном порядке или применялись в правильном порядке. Because without the one before, you can't progress towards having a high-performance organization. Потому что если ты не сделаешь предыдущего, то у тебя не получится, не то что следующего, а не получится качественно выполненный труд. These are all based on scriptural truths. Все эти принципы основаны на библейских истинах. But we borrow ideas from Scripture or values from Scripture to teach us about organizational behavior. То есть мы берем какие-то истины, какие-то принципы из Библии и применяем их для работы в команде. Относительно типов поведения. So what's the very first step? Итак, какой же самый первый шаг? What's the very first step in building a team? That's a question. Какой самый первый шаг для того, чтобы составить команду? Trust. Trust. The members of a team must grow to trust one another. Члены команды должны иметь доверие друг к другу. And what I mean by trust Что я понимаю под словом доверие? is that the members of a team feel a relational safety, an emotional safety with the people that they work with. Человек должен испытывать безопасность, эмоциональную безопасность, когда он находится рядом с этими людьми. If I don't feel emotionally safe with the people that I'm with, I'm not going to become a contributing member of that team. Пока я не буду чувствовать вот эту эмоциональную безопасность среди людей, с которыми я несу служение, я не смогу быть продуктивным. Those of you that were new to the teams in the 4th time we did it. Те из вас, кто был новичками в командах, это наша четвертая попытка. You were just thrown into the team. Вас просто поместили в команду. Did you feel like Можно сказать, забросили. Did you feel like you were outside of the community of that group? Чувствовали ли вы себя аутсайдерами в этой группе? То есть как чужими людьми? No? Новички в 4-й раз, когда, No, we were not feeling that way. Good. That means that there's emotional safety. Это значит, что у вас была вот эта эмоциональная безопасность. But the first step to building a team culture Первый шаг для того, чтобы создать культуру команды, is the ability to be vulnerable with one another. Это способность проявлять уязвимость. Emotional safety is when I can bring down my guard and I trust that someone's not going to hurt me. То есть эмоциональная безопасность – это когда я, броню вот эту себя убираю, щит этот защитный я убираю, и я открыта для того, то есть я не боюсь, я открыта перед окружающими. When members of a group get to a point where they're completely comfortable,
когда уже все члены в команде настолько себя уютно чувствуют друг с другом, when they have the ability to be transparent, honest, and open with one another, когда у них есть эта возможность быть открытыми, быть уязвимыми друг с другом, они не боятся, быть честными друг с другом. it's characterized by when people can say, I was wrong, I'm sorry, your idea is better than mine. Вот, чтобы понять, что это в команде присутствует, в такой команде вы можете услышать фразу «Я виноват, извини, мне очень жаль, это была моя ошибка». When they don't need to hide their weaknesses or their mistakes. То есть в такой команде вы не будете, в такой атмосфере вы не будете бояться скрывать свои ошибки. I'm obviously not talking about physical safety, I'm talking about emotional safety, relational safety. И я сейчас, конечно, не говорю о том, чтобы вы испытывали физическую безопасность. Мы говорим о эмоциональной безопасности. It's where you can abandon your pride and your ego for the good of the team and the mission of the organization. То есть, когда ты оставляешь свою гордость в стороне, свое эго, и жертвуешь этим для того, чтобы совместную миссию выполнить своей команды. I'm going to give you a practical demonstration of what trust looks like. Сейчас я вам практически продемонстрирую, что же такое доверие. What's his? Maxime, come up. First of all, you need to take out, for this to work, take that out. Да. Trust me. Для начала надо это убрать. I know that, yeah. How can I show Maxime that I trust him? Как я могу Максиму доказать, что я ему доверяю? Yeah. It's always the leader's responsibility first to show trust, otherwise the people in the organization won't show trust. Потому что, во-первых, это задача руководителя показать, что он доверяет членам своей команды. But for me to trust him, Для меня, что значит доверить ему? for me to trust anybody, Доверить кому бы то ни было. I have to think they have the capability of handling the trust. Я должен быть уверен, что они способны мое доверие оправдать. You know what we're going to do here, right? Ты же знаешь, что ты сейчас будешь делать? You remember? Не помнишь? Oh, I picked you because you were at the last training, and I thought that you would understand what we were doing. Я, говорит, тебя вообще-то вызвал сюда в надежде, что ты же был на предыдущей конференции, что ты знаешь, что делать надо, поэтому я тебе... You stay here. Не, ну ладно, уже оставайся, хорошо. I'm still going to choose to trust you. Я все-таки попытаюсь тебе довериться. Remember, trust is when someone has the ability to hurt you, Доверие – это способность ценить, but you still choose to act anyway. то есть it's ability to... Act. Это способность к действию. Необходимо, чтобы было действие. So what I'm going to do Итак, что я сейчас буду делать? is I am simply going to fall back, Я просто буду падать назад, and Maxime is going to catch me. а Максим будет меня ловить. Has anybody seen this before? Кто-нибудь раньше так делал? Упражнение такое. Yes. You've seen it? Видели, как это делается? Okay, good. You understand? Понимаешь, что нужно I'm делать? just going to fall with my arms. Я просто буду падать. Yes, I do. Especially because he doesn't understand English, so I want to make sure he understands. Мэри говорит, ну ты же уже ему объяснил, что надо делать. Чего ж ты не выходишь? Не доверяешь, что ли? Он говорит, да, он вообще-то по-английски не разговаривает. Я хочу убедиться, что он знает, что он делать сейчас будет. The person that I trust the most in the room right now is Oksana, that she can translate. На самом деле я сейчас наивысшее доверие по отношению к Оксане проявляю, потому что если она неправильно переведет... So now we know that you're afraid of doing that. You should go home. Становись здесь. Я ж не слышу. Вот. Он не должен шаг назад делать. То есть он будет падать с прямыми ногами. Да. Потому что если я не с прямыми ногами буду падать, получается, я ему не доверяю. То есть он должен так ровненько упасть.
получится, все выложу в интернет. Слышишь, Максим? They come from 5. Что? 5, 4, 3, 2, 1. Говорит она, говорила, что я боюсь. We're going to stay hungry tomorrow. Пять, 4, 3, 2, 1. So does Mary trust me? Мэри мне доверяет. Well, she's going to do it second time, so she probably does. Я тебя поймал, говорю. Пять, 4, 3, 2, 1. It's good to trust when you know for sure that you will be caught. Exactly. Совершенно верно. Если будет падать 150 килограмм, а у меня 70. If the one who is falling is 100 kilos and 50, and I'm only 75. Okay, good point. Очень важное замечание. Because Потому что to be able to trust somebody, для того, чтобы кому-то что-то доверить, you have to believe they are capable of what you're trusting them to do. вы должны быть уверены, что то, что вы им доверяете, они способны выполнить. То есть вы должны это знать наверняка. I picked Maxime Я, допустим, Максима почему выбрал? because I knew that he had the physical strength to catch someone of my size. Потому что я знал, что его физические силы ему позволяют словить кого-то, моего телосложения. If I picked someone who was 95 years old and small, Если бы я, допустим, выбрал маленькую бабушку, такую щупленькую, 85 лет, that wouldn't be trust on my part, that would be foolishness. то с моей стороны это было бы уже не доверие, а проявление глупости. So when you think about this in our relationship with God, И подумайте об этом в сфере взаимоотношений с Богом. if he is all powerful, Если Бог всемогущий, if he's never failing, если Он никогда никого не подведет, do we have the ability to put our whole does he have the capacity to help us no matter what happens? то обладает ли Он способностью помочь нам в любых обстоятельствах?
Yeah. Now, when it comes to building a team or an organization, Когда мы речь ведем о том, как работает какая-то организация или команда, that same kind of trust, то необходимо такое же доверие, vulnerability. открытость, уязвимость. Mary, I felt when I had to fall, I felt vulnerable Когда я стоял там с Максимом, то я чувствовал себя уязвимым, because Maxime had the ability to hurt me, потому что у Максима также была и возможность меня ранить, but то есть причинить мне вред. I still had to make the decision, Но я все равно принял решение. even if I thought in my mind he could handle it. Хотя первоначально я подумал, что он может справиться с I haven't задачей. demonstrated trust yet. Но мне нужно было продемонстрировать доверие. Only till I actually act. То есть мало просто говорить или думать, что я тебе доверяю. Мне Have I- надо конкретно было начать уже падать. Вот это было уже проявление доверия. Chose vulnerability. То есть я избрал вот эту уязвимость для себя. Did I really put my faith that he was not going to fail? Действительно ли я доверяю ему в том, что он не позволит мне упасть? The trust fall exercise powerfully communicates something about our relationship with God. Вот это упражнение, которое мы сейчас с вами провели на доверие, на самом деле оно многому нас учит. Now, in Mary's fall, Возьмем, допустим, что было, когда Мэри со мной. the first time, I've known Mary for Я, допустим, с Мэри знаком уже Years. очень много лет. her husband and I are good friends, Мы с ее мужем очень хорошие друзья. and I believe she trusts me. Я думаю, что она мне доверяет. But there was still a hesitancy Но все равно вы видели, что с ее стороны было какое-то, как это сказать, она была не уверена. she still wanted to catch herself. Она все равно хотела сама себе там помочь, она шаг назад But делала. why do you think the second time she did do it? She did trust. Но как вы думаете, почему на второй раз она уже собралась, и она уже сделала все как положено, она мне доверилась полностью? Now she was confident. Yeah, yeah. And she knew you didn't let her down the first time. Right. So that's, Правильно. if I didn't let her down the first time, Я ее первый раз не подвел, there wasn't going to be a chance I was going to let her down the second time. поэтому не было бы шансов, что я ее подведу во второй раз. So with the people that we work with, Люди, с которыми мы несем служение. sometimes it takes a while to build our full trust in being Нужно vulnerable время. and being open. Для того, чтобы мы с вами друг к другу полное доверие обрели, для того, чтобы мы могли быть этими людьми, которые открыты друг перед другом, которые готовы быть уязвимыми друг перед другом. And always the leader has to go first. И всегда начинается это с руководителя. The Он leader должен has быть to, первым. the leader has to demonstrate trust in the followers, show vulnerability first, because unless the leader does it, Преподаватель. Руководитель должен первым показать, что он готов быть уязвимым. Он должен первым показать, что он доверяет своим последователям. then the followers aren't going to do it. Если он этого не сделает, как это сделают другие, если этого не сделает руководитель? You haven't trusted just because you like these people. Вы им не доверяете или доверяете не потому, что вы не любите этих людей. You've only trusted when you choose to become vulnerable. То есть здесь речь идет не о том, кто вам нравится или не нравится. Ты можешь доверять, для этого нужно быть уязвимым. When people feel safe with you. Когда, если люди чувствуют себя с вами в безопасности. Because then when you say, I'm sorry, I'm wrong, Если вы говорите, можете сказать, извини, я виноват. when you bring down the vulnerability, the guard, Когда вы, when you can't say, when you say, I'm sorry, and you bring down your guard, а когда ты говоришь, извини, но у тебя как бы тут все закрыто, то есть ты уже для людей не открыт. it means you trust the other person isn't going to point out your mistake. I'm not sure. You're demonstrating that you believe that the other person is not going to point out your mistake. Point out means to show you. Yeah, То есть ты не веришь, что человек, который... Ты не веришь, что этот человек укажет тебе на твою ошибку. to focus on your mistake. То есть что он будет влиять, что он будет внимание обращать на свою ошибку. Yeah. Yeah. So here's an example of vulnerability. Приведу пример уязвимости. Maybe you've made a mistake on your team, Допустим, вы в своей команде допустили ошибку. but you're worried about showing people that you've made a mistake or admitting a mistake Но вы переживаете о том, чтобы своей команде показать, что вы допустили эту ошибку. because you're concerned about what they're going to say or what they're going to do or whether they're going to Потому что вы переживаете о том, что они подумают или что они скажут из-за того, что вы так поступили. make you feel like you're not a good member of the team. То есть они сделают так, что вы себя, что вы почувствуете, что вы недостаточно хороши для этой команды. And so you just stay quiet. Поэтому вы ничего не говорите.
That's not demonstrating trust. Это как раз, когда вы не проявляете доверие. But when you feel like you're safe with the other person, Но если вы чувствуете себя в безопасности рядом с этими людьми, you're able to say, that was my mistake. то тогда вы готовы сказать, это была моя ошибка. I let everybody down. Я всех подвел. Because you believe Потому что вы верите, that the person you're talking to isn't going to make you feel worse for your mistake. что человек, перед которым вы открываетесь, он не сделает так, что вы будете себя еще хуже чувствовать. And to get to that place of trust and emotional safety, И достичь вот этого момента эмоциональной безопасности, you have to spend time building the relationship with each other so that you like each other, so that you're. вам нужно время проводить друг с другом для того, чтобы вы могли построить взаимоотношения друг с другом, чтобы у вас была симпатия друг к другу. It's hard to trust someone you don't know. Очень тяжело доверять кому-то, кого вы не знаете. And to be honest with you, И чтобы быть честными, when I was thinking about doing the trust fall, я вам тогда скажу, что когда я раздумывал, делать мне это упражнение или нет, на доверие, I specifically picked Maxime я специально уже себе так решил, что это будет Максим, because he was at the last conference, потому что он был на последней конференции, and there was relationship there. и там были взаимоотношения. And so that gave me confidence. И это дало мне уверенность. Yeah, he wasn't there. He was with his kids. Да, он там был с детьми. But I didn't know that at the time. And so because I knew him and I believed he could do it, То есть, поскольку я его знал, that's what поскольку gave я me the верил, confidence to be vulnerable. что он сможет это сделать, это дало мне уверенности открыться перед ним, то есть проявить эту уязвимость. And now with this group, Говоря, допустим, о нашей группе. we spend the week together. Вы проведете неделю вместе. I would grow to trust you to do the same thing. За это время у нас возрастет доверие друг к другу. So to get to that place of being able to demonstrate trust, you То have есть to нужно, чтобы у нас возросло доверие друг к другу. Нужно это доверие взрастить. spend time together, Для этого нужно время проводить друг с building the другом. relationship. Построить взаимоотношения. And as a leader, И как руководитель, you have to spend time with your people, вам необходимо проводить время с вашими людьми. having them in your home, Пригласите их к себе домой. getting to know them one-on-one, Пусть они один на один знакомятся. in a group, И в группе тоже общаются. helping the team members get to know one another. Вы должны сделать так, чтобы все члены вашей команды хорошо были знакомы друг с другом. So then when you get to that crisis where you have the need to be vulnerable, Поэтому, когда наступит вот этот кризис, когда будет необходимо проявить вот эту уязвимость, you believe that team member will watch your back, have your вы back. уверены будете в том, что вас прикроют. Ваша команда вас не подведет. Make sense? Понятно? It takes time. Для этого нужно время. Only when you've built trust, Только после того, как вы создали вот это доверие, can you get to the next step, вы можете двигаться дальше, к следующему шагу. which is all about mastering healthy conflict. Этот второй шаг – это как мы решаем конфликты здоровым образом. It might sound odd to you that I'm saying that conflict is a necessary behavior for an effective team. Вам может сначала показаться странным, что я так говорю. Оказывается, конфликт – это необходимое условие для того, чтобы было успешное служение, для того, чтобы команда была продуктивной. Do you think that conflict is bad for a team? Вы как считаете, конфликт – это плохо для команды? Of course it's bad. That's a test. It's a test, it's bad, what else? Испытание – это плохо. Еще кто что может сказать? If there is a conflict, then there are some unsettled issues. As soon as they are settled, there is no more conflict. Does conflict mean Означает ли конфликт there's an absence of trust? отсутствие доверия? Not necessarily. Just the opposite, it may mean trust. Had a situation in my life. One person was trying to sit on the chair, and the second one.
So there were three of them. One was pulling the chair from the first one, and then the third one did the same one to the second one. At the end, they were all laughing. So they had created the problem, then they settled the problem themselves. Okay. They were not offensive. So I want to get back to this sister. I said, is the presence of trust, does that mean is the presence of conflict mean the absence of trust? Если, да, вернуться к тому, что сестра говорила, можем ли мы согласиться с фразой, что присутствие конфликта означает отсутствие доверия? Presence of conflict means absence of trust. Yeah. When there's conflict in a team, Когда есть конфликт в команде, does it mean означает ли это, there's an absence of trust on that team? что в этой команде отсутствует доверие? Ну, неоправданное доверие, в смысле его нету, или как? There is some trust, maybe, but it was not... We need to start from the definition of the conflict. It's when you get rid of the negative emotions that you got during the relationship time. Okay? You said no. Conflicts can be different. For example, от лукавого подозрения, because of you are suspicious of misunderstanding. Conflict can be caused by some, I don't know, relationship. So there are different reasons of the conflicts. Okay. Этот человек с тобой не поздоровался почему-то. У человека возникает вопрос, а что такое произошло? Может быть, я его чем-то обидел? У меня такое лично было. А кажется, потому что я ему не пожал руку, он полгода ходил, дулся на меня, а я об этом не знал. Okay, somebody didn't say hello to him, and for half a year he was thinking that that guy had something against him. We're going to spend quite a bit of time on Thursday on the issue of conflict. В четверг мы с вами более конкретно будем говорить о конфликтах. But my point is Но что я сейчас хочу сказать, that when you have emotional safety with a group of people, когда вы чувствуете эмоциональную безопасность в кругу своих людей, then в you're вашей able to команде, engage in healthy, constructive conflict. то тогда вы можете себе позволить здоровый, конструктивный конфликт. Maxime, did you have your hand up? Максим поднимал руку? I think if there are some unsettled conflicts in the team, then they mean that there is no trust. Yeah. So if there's unhealthy conflict, То есть если нездоровый конфликт, then there's an absence of trust. тогда это как признак отсутствия доверия. But if there is if trust is there, Но если доверие есть, your job as a leader то ваша задача как руководителя is to actually bring about healthy conflict. это, призвать, что ли, найти этот конфликт здоровый. Because- То есть вы не против его. So the conflict itself is good. It shows the condition. Like you will see how to settle the situation. Why do most people fear or avoid conflict? Почему большинство людей избегают конфликтов или боятся конфликтов? Because they are not sure. They are not sure in some issues about the team. In a conflict, you just see who the person is. So the person is like a sponge. The more you push, the more you will get out of him. So if you are not happy with something, you will show that. So conflict will show the reality, let's say. That's really wise. Это очень мудрое замечание, что конфликт показывает, что на самом деле происходит, да. Действительное положение вещей.
So it's really good to have conflict. If you build a team of people who are different from you, Если вы себе в команду подобрали людей, которые отличаются от вас, a group of people like this, вот такую команду подобрали if себе. we surround ourselves with everybody that's the same, Если, допустим, мы бы окружили себя подобными себе, won't have much conflict. тогда откуда и конфликту But you появиться? also won't get anything done. Но также вы ничего и не сделаете. If you surround yourself with people like this, А если вы себя вот в такую группу людей поместили, окружили себя подобными людьми, ну, в смысле, вот как на этой картинке, you will have conflict. то у вас неминуемо будут конфликты. How do those stones become round? Как эти камушки стали круглыми? They were just touching each other They were banging into each other by circumstances. by circumstances, Да, by обстоятельства их обточили. through rolling over and over and being Они hit against other передвигались, rocks. то есть их там перемешивало волнами. That's how they became smooth. Это именно таким образом они стали гладкими. And when we surround ourselves with people who are not like us, И когда мы с вами окружаем себя людьми, не похожими на себя, which we have to, ну, это то, что мы должны с вами, обязаны that's what the сделать. church is all about. Потому что именно в этом состоит смысл When церкви. we interact with them, Мы взаимодействуем с ними, it causes us to become smoother. и в результате мы с вами вот приобретаем эту гладкую поверхность. These ones are square and sharp because they don't interact with each other. Вот эти острые, с резкими углами, потому что они не имели взаимодействия друг с другом. Great leaders foster healthy conflict. Великие руководители, они приветствуют здоровые конфликты. They have a willingness to disagree and sometimes even passionately about the issues they discuss. Они приветствуют такую ситуацию, когда они не придут к единому мнению. То есть они могут что-то очень эмоционально обсуждать. Это нормально считается. But don't run from the conflict. Но никогда не убегайте от конфликта. It's not okay for members of the team to avoid disagreement. Потому что это нездоровое состояние, когда команда не готова к тому, что у них несогласие по каким-то вопросам. You won't come to the good decisions if everybody's quiet and refuses to disagree with each other. Потому что если все люди просто молчат, потому что они не хотят, чтобы получилось так, что кто-то с ними не согласен, или они покажут, что они с кем-то не согласны, то вы никогда не придете ни к какому хорошему, полезному решению. If people hold back their opinions. Если человек не высказывает своего мнения. Remember the tower that was built by the dictator? Помните башню, которую диктатор построил? He didn't have anyone to challenge his ideas. У него не было никого, кто бы поставил под сомнение его идеи. And the result was И результат был, inferior. то есть они не достигли этого. This group В этой challenged each группе other's ideas. они как бы друг друга подстрекали к тому, чтобы лучше думать. То есть они друг друга заставляли думать. And they had a better result. И у них был лучший результат в итоге. So the job of a leader is to foster healthy conflict, healthy Поэтому disagreement. задача руководителя — это как раз привнести вот такой здоровый конфликт, чтобы люди говорили, каждый свое мнение высказывали и не боялись, что там будет несогласие. And great leaders make the culture safe, make the relationships safe, and then invite perspectives other than theirs. И здоровый руководитель, он сделает так, что человек чувствовать себя будет в безопасности, и он то есть будут люди высказывать мнение, отличное от его собственного мнения. I've sat in on organizations evaluating them. What? I've evaluated organizations and leaders. Я, допустим, проводил оценку различных руководителей и организаций. And the leader will say something like this in a meeting. И на собрании каком-то, на какой-то встрече руководитель мог сказать следующее. I really want everybody's opinion. Мне очень хочется знать ваше And I мнение. want you to challenge my thinking. Я хочу, чтобы вы я не знаю, как сказать. В общем, чтобы вы мое мнение, что ли, оспорили. And they give their opinion И люди, естественно, высказывают свое or мнение. an idea. Какую-то идею говорят, свою. And they say, what does everybody think? Спрашивают, что все об этом думают? Everybody's quiet. А все молчат. One brave person Тут один смелый человек says, I don't think that's such a good idea. говорит, что «а я не думаю, что у вас такая хорошая идея на самом деле». Now I'm listening. И теперь уже я слушаю, как руководитель, внимательно очень. And the leader says, why don't you think that's a good idea?
И руководитель спрашивает: а почему ты думаешь, что это плохая идея? I think that I've thought about this for a long time, Я-то вообще-то очень долго And this эту is- идею разрабатывал. and this is the way we're going to do things. И вот мы именно так будем делать. But I really want everybody's idea. Но я же хотел узнать мнение каждого, правда? The next time he asks for input, И в следующий раз, когда он будет спрашивать мнение окружающих, do you think anybody's going to say anything? как вы думаете, кто-нибудь что-нибудь скажет? Yeah. Thursday, we talk for half a day about how to handle healthy conflict. В четверг мы с вами полдня посвятим как раз конфликтам. Just one life experience, example. I was not invited to a birthday party. And then I started. Слава Богу, конфликт привел к чему? Никак. Решение конфликта пришло к тому, что потом человек участвует активно в служении культурного спектакля. So so they had a conflict in relationship, but then they settled it. They found out that there was no real reason for mistrust, and now they are doing ministry together very well. And we're going to use that as an example on Thursday. И мы один из таких примеров, или прямо ваш пример, будем разбирать в четверг. If the person is always in conflict, if he is always annoyed by something, huh? We should avoid people like that. Last question, and then we're going to move И on. последний вопрос, и мы движемся дальше. I just want to say how I understand it. There is no development without conflict. That's a great answer. Это прекрасный ответ. Because Потому что the next behavior for a healthy team следующий тип поведения для здоровой команды is achieving commitment. — это что? Achieving commitment. Достижение посвящения. After everyone has given their input, the team must come to a unified commitment or decision about a course of action. То есть после того, как мы с вами это обсудили, каждый высказал свое мнение, теперь нам надо прийти к чему-то общему, к какому-то одному соглашению. You foster healthy conflict to come up with the best idea, not just your idea. Для чего мы вообще приглашаем здоровый этот конфликт? В чем его цель? Потому что я хочу, чтобы мы сделали все лучшим образом. То есть, чтобы не моя идея была воплощена в жизнь, а лучшая идея была воплощена в жизнь. But achieving commitment cannot be the goal Но достижение посвящения не может быть целью. in order to reach consensus. Ну, не должно быть целью, чтобы просто достичь консенсуса. Of course, you want as many people to agree as possible. Конечно, вы хотите, чтобы как можно больше людей пришло к согласию. But sometimes teams will do nothing until everyone agrees. Но дело в том, что иногда случается, что команда, пока вообще все не соглашатся, она ничего не делает. And that's also not healthy. Это тоже нездоровое поведение. Because it's very difficult to get a group of leaders to agree on all Потому agree что on на one thing. самом деле очень трудно сделать так, чтобы все, то есть все члены команды, все руководители были согласны, то есть поддержали эту идею. Like we what? Yeah, like we had at lunch. We had different opinions about what time we were going to end today. Как, допустим, сегодня мы перед обедом спорили, потому что у нас были различные мнения относительно того, во сколько заканчивать занятие. If we wait for 100% agreement, Пока мы будем с вами этот вопрос решать так, чтобы все 100% были согласны, то есть имели одну и ту же точку зрения, we'll never find an action. мы никогда не перейдем к действиям. Instead, what we want to do is look for a process called disagree, but then commit. Вместо этого нам нужно прийти к такому состоянию, которое можно охарактеризовать следующим образом. Типа я не согласен, но готов работать. When a team can't come to full agreement around a decision, everyone in the room still must leave clearly committed to what was decided together. То есть даже если вам в вашей группе не удалось достичь полного единогласия, как на 100%, все равно вы должны быть достаточно близко, то есть вы должны практически согласиться. In our organization, Допустим, в нашей организации I have a strong value for us to have disagreement.
Я очень ценю, когда мы имеем разные точки зрения. And I've made a commitment, И я принял решение. and it's a hard commitment to И make, это для меня лично очень тяжелое решение. is I'll put something on the agenda for discussion, Допустим, если я что-то выношу на обсуждение, and I will work my hardest to be the last person in the room to speak. я для себя принял решение, то есть вот это у меня такое посвящение теперь этому решению, что я буду стараться всеми силами в этой группе людей высказать свою точку зрения последним. Not the first, not the second. Не первым, не вторым. And I have to fight that И мне приходится так себя сильно сдерживать. and make sure we go all around the room until we get to me as the last person. То есть пока все в комнате не выскажут свое мнение, я молчу. Пока последний человек не скажет, что он думает по этому поводу. Because what happens if someone gives their opinion first, Потому что вот подумайте, если, допустим, человек первый высказывает свою точку зрения, and then I give my opinion second? а потом я вторым говорю, как я это себе представляю. People will think he's already made up his mind. Люди подумают, что я уже все давно решил. And nobody around the room will give really any more input. И раз так, то все остальные в комнате уже и не расскажут, как они считают нужно сделать. So make the commitment to speak the last. Поэтому примите решение говорить последним. And what I find is when we go around the room and everybody gives their opinion, И еще что я обнаружил. Когда мы вот так в комнате, каждый один за другим высказываем свою точку зрения, the answer becomes clear before it even gets to me. то в принципе вся группа прекрасно видит, в каком направлении мы движемся, то есть где лежит ответ. Все уже знают еще до того, как очередь дойдет до меня. And then by the time it comes to me, И к тому времени, как очередь до меня доходит, all I'm doing is voicing все, что я делаю, это всего лишь озвучиваю. the general agreement of the group. Я всего лишь озвучиваю вот это общее решение, которое группа приняла совместными усилиями. And everybody feels like they've had a part in coming up with an answer together. И никто не чувствует, как будто бы, он не принимал участие в этом общем решении. But if you have people who disagree with the direction, Но если у вас есть в команде люди, которые не согласны с направлением, to be a part of our team то для того, чтобы быть частью нашей команды, means that when we leave the room, when we leave the meeting, это означает, что когда мы будем уходить из этой комнаты, everyone chooses to support the decision of the group, even if they first disagreed. то каждый для себя принимает решение, что вот я буду поддерживать ту политику, то есть я буду поддерживать то решение, которое мы сейчас приняли здесь. Because I've been a part, То есть, хотя я даже сначала был не согласен, когда мы уже пришли к общему решению, мы решили, что мы делаем то-то и то-то, то я принимаю решение, что я буду это делать. when we have somebody in our team, I've had some people in organizations and in church who will disagree in a meeting. Допустим, у меня в практике такое было, когда или в служении в каком-то, или в церкви мы что-то обсуждали, какой-то вопрос, и были люди, у которых было другое мнение. And the decision's made. Потом принималось решение, They leave the meeting они уходили с собрания and they complain that they didn't go the way that they wanted it to go. и жаловались, что все пошло не так, как они хотели. It doesn't. Maybe the program fails. Потом, может быть, программа, допустим, не получила такого успеха, как мы рассчитывали. The leaders out here saying, "Oh, I knew it would fail," И руководитель скажет: да я знал, что ничего не and получится. talking to people about how bad of a decision it was, И потом он всем говорит, как все плохо прошло. and they knew better than everybody else. И человек будет говорить, что он знал лучше, чем все остальные, как надо было сделать. If that's a person on our team, they need to leave our team. Вот если в нашей команде есть такой человек, то надо, чтобы он из нее ушел. And we've had some people on our leadership team disagree quite heavily. У нас, допустим, бывает так, что в нашей команде, среди руководителей бывают очень сильные расхождения во мнении. То есть мы можем очень сильно друг с другом быть не согласны. But it's my expectation that when they leave the room, Но чего я ожидаю, что когда они покинут комнату, they support the decision of the group. они все равно поддерживают общее решение, к которому пришла группа. They get behind the decision of the group, То есть они становятся за этим решением, even if they initially disagreed. даже если сначала у них было другое мнение. So at the end of a meeting, И в конце собрания we take a few minutes to ensure that everyone sitting at the table мы несколько минут тратим на то, чтобы убедиться, is walking away with the same understanding about what we committed to as a group.
что каждый человек, который находится в комнате, он понимает, к какому решению мы пришли как группа. And that they're committed that they are committed to what they're committed to doing to support the decision. И что они действительно готовы поддержать это решение. То есть нужно убедиться, прежде чем всем разойтись, надо убедиться, что они действительно поняли, к какому мы решению пришли, и что они готовы это решение поддерживать, трудиться на пользу. Sometimes as a leader, you have to То make есть the для того, decision. чтобы достичь этого решения. Иногда, как руководителю, тебе нужно будет принимать решение. But then after that decision has been made, А после того, как это решение было принято, everyone on the team needs to support it and get behind it. все находящиеся в команде люди должны это решение принять и прилагать усилия к его выполнению. So we build trust. Мы первое, что сделали, мы построили доверие. Once we've built trust, we can have healthy conflict. После того, как мы достигли доверия, мы можем иметь здоровый конфликт в команде. Through healthy conflict, we come to the best decision for the group. Через здоровые конфликты мы принимаем наилучшие для нашей команды решения. And the fourth behavior is embracing accountability. И четвертый шаг тогда уже у нас идет, это принятие подотчетности. The team holds each other accountable to act on decisions made by the team. То есть теперь каждый член команды должен иметь вот эту подотчетность другим членам команды за принятие, вернее, не за принятие уже, а за выполнение этого решения, за воплощение его в жизнь. We call it peer accountability. То есть это как доверие среди равных, можно назвать. Whenever members of a team go to their leader, whenever they see a peer deviate from the commitment that was made, Say it again. whenever members of a team Когда член команды go to the leader, идет, got it, okay, just the Yeah. whole sentence. whenever the members of a team go to the leader, whenever they see a team member deviate from the commitment that was made, Допустим, если вдруг кто-то из членов команды видит, что другой человек уклоняется от того пути, от того решения, которое было принято, it creates a perfect environment for distraction and politics and unhealthy conflict. I'll say it in a different way. Okay. well, okay, there is one person sees that another person does the wrong thing, and he goes to the leader and tells about it. Yeah. Okay. Значит, допустим, один член команды увидел, что другой человек что-то не то делает, и он тут же идет к руководителю и начинает об этом рассказывать, то это не есть хорошо, потому что это идеальная среда для того, чтобы, вот это развилась политика такая, знаете, за спиной. That's a perfect situation for division and unhealthy conflict. Это как раз идеальная среда для разделения и для того, чтобы появился вот этот нездоровый конфликт. If one of our staff comes to me, Допустим, если один из людей, из моих сотрудников, complaining about another staff member, приходит ко мне и начинает жаловаться на другого моего сотрудника, what should my response be? как я должен на это отреагировать? I should ask. Спросить? Пресечь, мне послышалось. I need to stop it. Stop it and what? Остановите что? I need to listen to the second side, another person. They need to be together maybe, They need to be together. Yep. to talk about it, and to find out the root of this evil, of this mistrust. Perfect. Очень хорошо. Or just to minimize it. Maybe you're like, are you sure you really think he was doing that? Не принимаю по отношению на брата своего, пока не придет месяц. No, I do not accept your saying bad things on your brother until you are coming with him. Coming with him, and the first thing I'll do is I'll say, okay, I'll listen for a while to show care. Итак, допустим, сначала я ему позволю говорить, но только недолго, для того, чтобы он понял, что мне не все равно. But then I'll say, А потом я скажу: have you talked to that brother about the situation? а ты с этим братом уже говорил, обсуждал этот вопрос? I don't want to hear anything more about it Я больше ничего об этом слушать не хочу. unless you've talked about it together. Пока вы с ним это вместе не обсудите. Because accountability is having the courage to talk to someone directly Потому что подотчетность – это смелость говорить с кем-то прямо about their deficiencies об их слабостях
And then to stand in that moment ready for a reaction without becoming defensive. И надо выстоять как бы этот момент без того, чтобы обидеться. То есть ты принимаешь то, что тебе говорят. Even if that reaction is not pleasant. Даже если эта реакция, эта ситуация вам неприятна. Accountability is a daring act of love. Подотчетность – это выражение любви. It's having the courage to have difficult conversations even if you're not sure how the response is going to be. То есть это когда человек имеет смелость на вот этот конфликт, не на конфликт, на этот разговор, который даже может быть неприятен. It's also having the courage to hear when someone confronts you about a deficiency that they see in your actions. То есть ты должен был быть даже готов, если тебе скажут о каких-то твоих недостатках, о чем-то, что ты неправильно сделал, если тебе укажут на это. Without becoming defensive. Нужно это принять без обид. The behavior that is acted on the behavior that is acted on the people try to avoid conflict because they are afraid of what's going to happen. Люди боятся конфликтов, потому что они не знают, что из-за этого произойдет. And in Christian circles in particular, I've seen Christian groups be probably worse with handling conflict than any other group. И дело в том, что я так наблюдал, что в христианских кругах разрешаются конфликты еще хуже, чем, допустим, у кого-то просто у людей. Because we have this idea that Jesus was nice and Потому mild что and meek. у нас какая с вами, идея вообще в голове? Какое представление? Что Иисус, Он был кротким человеком, добрым, мягким. And we're supposed to be kind to one И another, мы тоже должны проявлять patient доброе with one отношение another. друг к другу, быть терпеливыми друг к другу. look out for each other's faults. Мы должны как бы снисходить к недостаткам друг друга. But that's often used as an excuse to avoid difficult conversations. Но на самом деле это иногда используется как оправдание для того, чтобы не иметь вот этих тяжелых разговоров, трудных разговоров. Christians should be the ones who are most equipped to have difficult conversations. А христиане как раз должны быть теми людьми, которые больше всего и лучше всего подготовлены к таким трудным разговорам. Because if we're truly safe with one another, if we're truly Потому что emotionally если trust мы one another, действительно имеем вот это доверие друг к другу, имеем эту эмоциональную безопасность, чувствуем эту эмоциональную безопасность друг к другу, we should have no problem holding one another accountable to letting people down in our commitments. то мы вообще не должны никаких трудностей испытывать с тем, чтобы быть подотчетными другому человеку и делать так, чтобы я мог сам тоже с кого-то спросить. When people fear leaders, there's obviously no trust and safety. Когда люди руководителя боятся, то очевидно, что никакого доверия нет и быть не может, и что человек не чувствует себя в безопасности. So if you have trust, Поэтому, если у вас есть доверие, you foster healthy conflict, если вы приветствуете здоровый конфликт, everybody's committed to the results of the discussions, если вы пришли к общему знаменателю, к общему решению, и все приняли, то есть и все посвящены теперь воплощению этого решения в жизнь, you're willing to engage in difficult conversations when team members have let you down, если вы готовы иметь эти трудные разговоры, неприятные разговоры, когда что-то пошло не так, допустим, кто-то вас подвел, what will be the logical consequences of organizations like this? какое будет логическое продолжение организации такой? Последствие логическое. Результат, если можно так сказать. Слаженная работа? Like the work will be done. The work will be done. The results will be То there. есть будет результат. Naturally, good things will happen. То есть произойдет что-то хорошее, будут положительные изменения. The point of building trust, mastering conflict, gaining commitment, and having accountability Смысл вообще в том, чтобы эти 4 шага пройти: завоевать доверие, потом прийти к общему решению, и чтобы была подотчетность друг другу. is the achievement of the results that we exist for the organization. It's the realization of our vision. Это как раз достижение результата уже. То есть это достижение нашего видения, когда, к чему мы идем. It's this. Вот эта картинка. То есть если есть все эти предыдущие 4 шага, то в итоге получится вот. If an organization does all of these things well, but doesn't achieve what it's there to accomplish, we've really been pointless. То есть если мы все выполнили, что нужно, но в итоге ничего
how, like I've done all the 4 steps and then If we've done all the 4 steps but don't achieve any results, then really what's the point of our existence? А если мы с вами выполнили все эти 4 необходимых шага, а в итоге никакого результата не получили, то значит вопрос в следующем. Для чего мы вообще существуем? То есть бесполезно тогда наше существование. What do results look like in the kingdom of God? А как выглядит результат в Царстве Божьем? What are the results in the kingdom of God? What are we looking for? Чего мы ищем? Какого результата мы ждем? What's the equivalent of the vision fulfilled when it comes to the work of the church or То the есть kingdom of если God? мы говорим о работе, о жизни церкви, то чего мы хотим достигнуть? Какой наш конечный пункт? We want peace and agreement and love. What else? Еще. Kingdom of God. What does the kingdom of God look like? How do we know when we have evidence of the kingdom of God? А как выглядит? То есть если я говорю про Царствие Божие, то что? Как это конкретно должно выглядеть? We want all of them to be in the kingdom of God. My team and 4 more teams. So more people, То есть наша задача как можно больше количество людей привлечь. change lives, Измененные жизни. people who are not hungry, Люди, которые не испытывают голода. children that are going to school, Дети, которые ходят в школу. healthy family relationships, Здоровые взаимоотношения в семьях. people with full and productive work, Люди, которые эффективно трудятся. people who live long lives, Люди, которые живут долго. that God is being praised. И где Бог прославляется. Those are all evidences of the kingdom of God. Вот это все есть доказательство присутствия Царства Божия. Those are all evidences of the big picture. Это все доказательство того, что мы имеем вот эту большую картину. That's what we're working towards. Мы же к этому стремимся. That's why we're here this week. Вот почему мы с вами эту неделю That's здесь why this вместе church was проведем. planted. Вот для чего эта церковь существует. Is to build the kingdom of God. Это чтобы построить Царство Божие. Change lives are the results. Чтобы изменить жизни. That's what success looks like. Измененная жизнь – это результат. Это тот успех, к которому мы стремимся. And then celebrating the results Потом мы можем радоваться этому of what результату. God has done. Мы можем радоваться тому, что Бог сделал. Because we've been faithful with our decisions. Потому choices. что мы с вами со своей стороны были верными. And as I said, И как я уже сказал, if you build trust, если ты построишь доверие, if you foster healthy conflict, если ты приветствуешь здоровый конфликт, if you get to a place of commitment, если ты пришел к согласию, you hold each other accountable to those. Освящению. You hold each other accountable to those commitments. и ты следишь за тем, чтобы все были подотчетны, You will almost always have the results of changed lives in God's kingdom. то практически всегда в результате будут измененные жизни. Do you want to see an example? Хотите, пример покажу? Yeah. В этом видео вы услышите много английской речи. But the talking doesn't matter. Но разговоры эти, они не важны для понимания. What I want you to see Что я хочу, чтобы вы увидели? is what the team accomplishes. Чего достигла команда? I'll ask you a question. И спрошу вопрос. Do you think it's impossible to build a regular size house Как вы думаете, возможно ли построить? Думаете ли вы, что невозможно построить дом, нормального размера, обычный дом, in 3 hours? за 3 часа? It depends on the material. It depends on the number of people we have. Like, is it ready all here, or we need to deliver it from somewhere? Even if all the material is there, Нет, даже если уже все материалы вам привезли. do you think it's possible? Как вы думаете, это возможно? That's very hard. A regular large house. Дом, средний статистический дом. No. Okay. It's not possible. On a normal autumn morning in East Texas, the countryside awakens to the sounds of birds singing and crickets chirping. On October 1st, 2005, the morning sounds were anything but normal. On this morning in particular,
East Texans heard the sound of planning, the sound of organization, the sound of teamwork. On this morning, thousands of spectators heard the sound of a new world record. At 8 a.m. on October 1st, 2005, years of planning were put to the test. On your mark, get set, go! And Andrei, can you rewind the video right back to the very beginning? Пожалуйста, перемотайте видео на самое начало. I started it at 1 minute, but go back to 0. Я начал с On a с одной normal минуты, а вы на autumn самое morning in начало East поставьте. Texas, the countryside awakens to Just the watch sounds some of of the birds scenes. singing and crickets chirping. On October 1st, 2005, the morning sounds were anything but normal. Oh, no, stop it. Все, On выключайте. this morning in particular, Останавливайте. East Texans heard the It's okay. There were hundreds of people. Сотни людей были. But what is it about Ну, на самом деле, о чем тут речь? Like how united they were in their work. what were the factors that made this task possible? А какие факторы позволили этому состояться? Everyone knew their work, professionalism. They were taught. Everyone knew their job. Каждый знал свою работу. Каждый знает свою работу слаженно. Andrei- Координация всех, чтобы друг другу не мешали, на это ушло намного больше времени, чем сам процесс. I think the coordination, like to tell each person who is doing what, took much longer than the construction itself. Of course, Explanation. the group was in meetings for months before.
Естественно, этой команде пришлось собираться и учиться, обсуждать это месяцы до того, как они возвели это здание. They didn't just say, okay, let's get together 400 people, and they all came together on a Saturday morning, and let's figure it out Это не today. просто там, они себе там решили 500 человек собраться, потом, утром в субботу они вышли и построили дом. It took hours of building a relationship and trust. Им нужно было провести вместе очень много часов для того, чтобы у них возникло это доверие, Getting the people in their jobs, для того, чтобы назначить, кто за что отвечает, practice. для того, чтобы потренироваться это делать. So there was a lot that went on before the actual day to make that task possible. То есть очень много случилось до того, как непосредственно уже они выполняли эту задачу. What else? What other factors made it possible? Еще какие факторы послужили тому, что все получилось? Это то, что надо было найти мастеров, которые каждый выполнял свою работу качественно, идеально. Потому что если человек забивает гвозди, ему дали там что-то там красить, что-то... Типа, чтобы каждый выполнял именно то, что он может лучше всего делать. Я поняла? So the most important factor is that each person did part of the work that he was best at. Yeah. What had to happen before the start of the build? Что должно было случиться до того, как они начали стройку? They were planning. Planning. Планирование. They had to know each other. Trust. Did there need to be trust? Им нужно было доверие. Do you think that there was some conflict, some healthy discussion around how the Как best вы way to do it? думаете, там был какой-то здоровый конфликт, имело место обсуждение того, как все это лучше сделать? For sure. Then there was commitment to the result, Потом было общее посвящение, направленное на результат. holding each other accountable to their tasks. Каждый из них был подотчетен другому для того, чтобы выполнить свою задачу. Then the result. А потом сам результат. What did you notice about everyone's job? Что вы заметили, как каждый делал работу? They were very experienced constructors. They were in different teams, and each team maybe those teams did not know the people on the other team, but each point. team did their job. They were taught to do. Of course, yeah. There was some highly trained people there. То есть там были очень хорошо обученные люди. I've seen this video many times, but I noticed something today for the first time. Я на самом деле это видео много раз уже смотрел, но сегодня для себя еще кое-что открыл. Did you notice that there was a young girl, Вы заметили, что там была девочка маленькая? and this is her job? And this is what? And this was her job. И вот ее работа в чем состояла. She was just holding a box of water, Она просто держала ведро с водой. and men would walk by and get the water and drink it. И там строители проходили мимо и пили. So she didn't have any special skills, У нее не было никаких особых навыков. but somebody thought about a way that everybody could be involved. Но кто-то подумал о том, кто-то продумал, что каждый может быть задействован. And even that skill, she felt like she could be a part of a great thing. То есть даже она, принимая участие вот таким образом, она почувствовала, что она тоже в этом прекрасном проекте присутствует. Вносит свой вклад, да. You had a point? Что хотели сказать? I liked what John said. Everybody did his job very well and professionally, and they were not on each other's way, Yeah, they stayed out of each other's way. Да, они друг другу не мешали. Why do you think the team worked so effectively and stayed out of each other's way? Как вы думаете, почему команда так работала эффективно? Если друг другу не мешаешь, в чем эффективность? Say it again. I'm not sure. Why do you think the team worked so effectively together? Почему вы думаете, что команда, как вы думаете, в чем была причина, что они так эффективно трудились? They had experience, they practiced many times, they had a vision, they were taught. Yeah, for all of those reasons. Все эти названные вами причины имеют место. Somebody Кто-то got together a group of leaders собрал группу лидеров and said this: и сказал следующее.
let's see if we can build a whole house in under 3 hours. А давайте проверим, сможем ли мы построить дом, целый дом, меньше, чем за 3 часа. Do you think that we could build a house in 3 hours? Как вы думаете, мы можем построить дом за 3 часа? And all these leaders were inspired. Yeah, I think we could build И a все house вот in эти 3 hours. руководители, они были воодушевлены, они подумали, да, что если правда мы можем построить дом за 3 часа? And they said, in fact, let's beat the world's record for how fast we can build a house. И они приняли решение, давайте мы вообще мировой рекорд установим по скорости постройки дома. So there was a vision. То есть у них было видение первоначально. There were leaders Они были руководители, лидеры, and there were followers. и они были последователи. And they stayed out of each other's way. И они друг другу не мешали. They trusted each other to do their job. То есть там были и руководители, и последователи, и они, каждый выполнял свою работу, не мешая другому. You don't see it in the video. Or in the video, did you see who is leading? А кто там всем этим руководил? Вы заметили на видео? Кто? Где он был? There should be one. He was holding the paper. When? Running around. Yeah. Did you see him? Видели его? He had the plan on the paper in his hands. That was a plan. But did you actually? There was a clue at the end as to who the leader was. Но на самом деле вам там подсказали в конце, кто руководил всем этим проектом. Vic? Yeah. Did you see the 2 little girls hugging their dad at the end? Видели, как 2 девочки своего отца обнимали в конце? That's the only indication that that person was probably the leader who was responsible for the project. Но это единственное как бы указание на то, что это был как раз вот тот главный руководитель, который руководил этим проектом. But you didn't notice him throughout the video Но вообще мы его на видео не замечаем, because he did a really good job before being a leader. потому что он раньше очень хорошо потрудился, он выполнил свою роль руководителя на все 100%. And at the end, did everybody praise the leader? А в конце все хвалили руководителя? No, they were all happy to have success. Blessings to you. До свидания. I noticed one thing. There were 5 or 6 people who were clapping. They were happy. Those 6 were happy in a special way. Для команды, которая работает, кажется, надо молитвенная поддержка этих 6 человек. So for the team who was actually doing the work with their hands, was necessary thing to have those team of 6 who would pray. Yeah. Great point. Очень важное замечание. And then the house will be built. The family will be living in it. Like it's 15 years after. Do they still live in that house? Like 14 years after. I don't know, but I think you should only be allowed to come to this twice. Don't say that. I don't know if they still live there. Не, я не знаю, живет ли там сейчас кто-нибудь или нет. You need to make another new video, like Yeah. updated. We need to know the result. How about it was not very, high quality house? It may not have been the highest quality house. Не, я так подозреваю, что, возможно, он по качеству был там не номер 1. Obviously, some things it's more important that it's higher quality. Some other things it's more important that we do it quickly. Ну, в данном случае просто для нас было важнее скорость, чем качество. То есть они как бы на это проверяли. Think about. То есть здесь главное самое было единство. They built community and they felt like they were one unit. То есть они все выполняли одну задачу. Это для них был как бы такой общий проект. Вот что было важно. Они с ним справились. They were all volunteers. Это все были люди-добровольцы. They had skills that they used in their regular jobs. У них у всех были навыки необходимые, то есть это то, чем они занимаются, это их работа. But they came together on the weekend to build something. Но они собрались в один там выходной для того, чтобы построить этот дом. Could you imagine if we had churches all over the world implementing the same principles? Вот представьте, если бы все церкви на земле
применяли бы, воплощали в жизнь тот же самый принцип. The pastor behind the scenes equipping people for works of Что service. пастор за сценой, его как бы не видно, но он всех подготовил к задаче. So where do we start? Итак, с чего мы начинаем? We all recognize that we would love to be surrounded with all kinds of leaders, but the reality is they're not standing right there. Нам всем очень бы хотелось, чтобы мы могли при необходимости тут же набрать себе команду из руководителей, но дело в том, что их не так-то легко найти. Good leaders generally don't just show up and say, use me. Потому что хороший руководитель, он не просто появляется так ниоткуда и не говорит, ну-ка, давай-ка я у тебя тут послужу. They don't just appear. Они просто так не появляются. They have to be developed. Их нужно научить, их нужно самим подготовить, вырастить. But the reason that people around you are not the leaders you want them to be is because you haven't developed them yet. Но причина, по которой у вас еще нет рядом людей, которые были бы хорошими руководителями, это просто то, что вы их еще не научили этому. Anytime a leader says to me, I don't have anybody around me that can be leaders. Каждый раз, когда мне кто-то из руководителей говорит, ну вот нет у меня никого рядом, кто бы мог стать тоже руководителем. I say, where's the problem? А я тогда говорю, а в чем проблема? Where's the problem? Где проблема? The leader. Проблема в руководстве. I haven't developed them yet. Я этих лидеров себе не подготовил, не вырастил. What do you do when you know you need other leaders on the team, but you don't have them? Что вы делаете, когда вы осознаете, что вам необходимы эти руководители в команде, а у вас их нет? First, Первое. start with the people that you have. Начните работать с теми людьми, которые уже у вас есть. As hard as it sounds, it's the only way to start. То есть, как ни странно это звучит, но это единственное, с чего мы можем начать. Это у вас 17-я страница. Don't wait for the smartest, talented, Не most надо talented, skillful искать, people to show up. не надо искать самых умных, знаете, там самых опытных, самых прекрасных специалистов. Начинайте с теми, кто уже у вас есть. It's difficult to look around and wish you had different people. Ну, конечно, трудно не искать вокруг тех, кто был бы, может, лучше. But you don't. Но у вас их просто нет, других. You only have the people that you have. У вас только есть те, кто есть. But you do have people, even if there's one or two, Ну, возможно, это немного людей, 1 или 2, но они есть у вас. and make the commitment to develop them. Вы просто примите решение заняться их формированием, заняться их обучением. There are people around you who are leaders, Потому что действительно у вас рядом с вами есть люди, которые могут стать руководителями, who could learn to lead, которых можно научить but руководить. you need to develop them. Но это ваша задача — вырастить другого руководителя, сформировать его. One of the most fulfilling parts of my job today is the fact that the person that I get to work with, the people that I get to work with, Люди, с которыми я работаю, were people that were in my youth group when I was a youth pastor. или, допустим, люди, которые были еще со мной в одной группе, когда я был молодежным пастором. I've been working with Mary's husband Chad since he was 17 years old. Допустим, я с мужем Мэри сотрудничаю, работаю в одной команде с тех пор, как ему было 17 лет. And now God is using him all over the world. И я видел, как Господь его использует, по всему миру в служении. I didn't have a bunch of great leaders to show up and say, I want to work here. У меня не было много таких прекрасных, чудесных руководителей, которые ко мне просто сами подходили и говорили: я хочу вместе с тобой нести служение. But we started with who we had. Но мы начали с теми, кто был рядом. Secondly, look for people who are already leading. И второе, ищите людей, которые уже руководят чем-то. One of the easiest ways to identify a leader is to see if somebody's already leading something. Один из самых простых способов, как можно найти лидера, это посмотреть, возможно, он уже чем-то занимается, он уже какое-то служение несет, руководит чем-то. They may be leading something small. Возможно, это что-то очень незначительное They еще. may be young. Может быть, этот человек еще очень молод. They may right now be the child on the playground that's bossing around his friends. Сейчас, возможно, это еще ребенок, который командует другими детьми на игровой площадке. They may be in another organization. А может быть, этот человек в другой организации сейчас несет служение. But look for people who are already having an influence on others but may not have a position or a role yet. Но, в общем, ищите таких людей, которые могут влиять на окружающих, но еще сами не имеют такого положения. Start with the people you have.
Итак, первое, начинайте с людьми, которые у вас уже есть. Look for people who are already leading. Ищите людей, которые уже руководят. The third thing is to cast a compelling vision. И третье, передавайте вот это видение, воодушевляющее видение, Know where it is you want to go and why you want to go there. захватывающее, потому что люди должны знать, зачем они это делают. People are drawn to leaders and organizations that have compelling reasons to exist. Люди, их привлекают такие руководители, которые смогут их как бы заинтересовать. People are drawn to leaders who will want to accomplish great things. И людей привлекают руководители, которые хотят достичь великих целей. The best way to attract leaders is to inspire them with something they want to be part of. Самое лучшее, как можно руководителя привлечь, это воодушевить его чем-то великим, то есть поставить перед ним какую-то очень интересную для него задачу. Great leaders say, do you want to build a house in 3 hours? Великие руководители задают вопросы типа: «А хочешь попробовать построить дом за 3 часа? Do you want to plant a church in the next community? Хочешь, мы в соседнем районе церковь новую организуем? Do you want to take on this family and feed them? Не хотел бы ты эту семью голодную накормить? Do we want to transform our village? Хотим ли мы преобразовать тот поселок, в котором мы живем? Maybe we should change our nation. Может, я хочу весь народ изменить, жизнь целого народа? Don't assume that people should work for you. И еще, не ожидайте, что люди будут работать для вас. But give them reasons to want to work with you. Дайте им достаточно веские причины для того, чтобы они захотели работать с вами. And fourthly, lastly, И последнее, четвертое. just right out of Scripture. Straight out of Scripture. В общем, используйте Писание. Pray. Молитесь. Pray for more leaders. Молитесь, чтобы Бог послал вам больше руководителей. Pray for more workers to go into the harvest. Молитесь о том, чтобы Господин жатвы выслал новых делателей. While this may sound obvious, И, возможно, это прозвучит как что-то само собой разумеющееся, it's God who gifts and calls people into the work. но это именно Бог призывает людей на служение. So start with who you have, Поэтому начинайте с теми, кто у вас уже есть, even if it's 1 or 2. даже если это всего лишь 1 или 2 человека. Look for people who are around you might already be leading. Ищите тех людей, которые уже, может быть, чем-то занимаются рядом с вами, а вы на них не обращаете внимания. Call them to do something great Призывайте их совершить что-то великое and pray for more leaders. и молитесь, чтобы у вас было больше Those are лидеров. the only ways that I know where to start. Вот это единственные шаги, с которых можно начинать. Это все, что я как бы знаю, с чего можно начать. One day I was writing an email, Однажды я писал электронное письмо, and I was announcing to our staff the resignation of a key leader. resignation like They were position. quitting. Yeah, someone was quitting. И я давал знать своим сотрудникам, что у нас один из членов нашей команды заканчивал с нами работу. And it would be a big weight to our organization. It would be a big discouragement to our organization. И это было таким большим разочарованием для нашей команды. I was discouraged. Я был, допустим, разочарован, я был угнетен тем, что этот человек So I уходит. sat down to write the email to make the announcement. И вот я сел, чтобы написать это электронное письмо, разослать его потом всем сотрудникам с оповещением об этом. And I prayed that God would bring someone in the organization to replace them. И я молился о том, чтобы Господь прислал какого-то человека, чтобы, на его место. Then I started writing the email. Начал писать письмо, Halfway through writing, и где-то в середине этого письма I hear bing. услышал такой звук. An email had come to me. Это у меня во входящих письмо одно появилось. And it was from somebody that we had worked with in another country. Это был человек, с которым мы раньше сотрудничали, он жил в другой стране. This is what he said. И вот что он сказал. God's really been, I think, calling me to work for Hungry for Life to do this job. Я понял, что Господь меня действительно призывает к труду в вашей организации Hungry for Life. Described the same job. И он как раз описал, чем он хотел бы заниматься. Это была точно вот та должность. That this man was resigning Это from. была именно та должность, с которой человек уходил. That's just because of prayer. И это случилось только из-за молитвы. Now they might not always come that fast. Я не говорю, что у вас всегда так быстро все будет. Usually they won't come that fast. Обычно как раз это так не бывает быстро. But once in a while it shows us.
Но время от времени такое случается, чтобы что-то нам показать. that we have God as the leader of all of this. Чтобы показать нам, что во главе всего этого стоит Господь. He's the real leader. Он настоящий руководитель всего этого служения. He's the one that's in charge of the team. Он самый главный руководитель в команде. He brings people and takes people away. Он людей приводит в команду, и он позволяет людям уходить из команды. And it's His kingdom we're building. Потому что мы строим Его царство. And we're just one of His workers. И мы всего лишь некоторые из Его работников на Ниве. Tomorrow, Завтра we're going to talk about something that leaders very rarely talk about. мы будем говорить о чем-то, о чем руководители говорят очень редко на самом деле. We're going to talk about the health of leaders, spiritually and physically. Мы будем Emotionally. говорить о здоровье руководителя. Это будет касаться духовного здоровья, физического здоровья и эмоционального здоровья. Because we've talked about how to engage more in the work and to be more effective. Потому что мы с вами говорили о том, как вовлекать, как больше быть вовлеченным в работу, как быть более эффективным в своем служении. And leaders who are passionate about what God's called them to do and committed to the needs of the people. И руководители, которые очень хотят служить, которые имеют вот это рвение особенное послужить другим людям, Are often in danger они часто подвергают себя опасности. of pouring themselves out so much Опасности, что они слишком сильно себя отдают на служение. that they lose themselves and get sick. Настолько сильно, что они просто заболевают. So tomorrow we're going to talk about leadership health. Поэтому завтра наша тема – это как раз здоровье руководителя. What I'd like you to do Теперь, что бы я хотела, чтобы вы сделали? is again take this evening Опять же, сегодня вечером to focus on what from today просмотрите материал, подумайте над тем, is the most significant for you to focus on. что из сегодняшнего материала было для вас самым главным, на чем бы вы хотели заострить свое внимание особо. Before we leave for supper, Прежде чем мы с вами пойдем на ужин, I'm going to give you all a piece of paper. я всем вам раздам по листу бумаги And there are questions that you're going to be asking each other tomorrow и вопросы, которые вы будете друг другу завтра задавать in your peer groups. в ваших малых группах. So tonight your job is to go over today's material and see what the Lord has impacted you with. То есть ваше задание на сегодняшний вечер – это еще раз просмотреть данный материал сегодняшнего дня. And as you're packing up your things, let me just find this piece of paper, but don't leave until I give it to you. То есть вы уже можете потихонечку собираться, но только никто, пожалуйста, не уходите. Сейчас я вам раздам вот эти вопросы, о которых я говорил.